Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня я покажу реальные тесты соленоидов 0АМ. В следующих видео я покажу тесты 6T40 и Jeff 017. Сегодня программа работает с разрешением экрана 1600 на 900 точек. Первым делом создаем эталонный график для будущего сравнения с испытуемыми. В дальнейшем вы сможете скачать файлы эталонных графиков с моего сайта. В принципе, не сложно сделать базу эталонов, и программа будет их обновлять и добавлять через интернет. Устанавливаем эталоны соленоид 0АМ в переходник и создаем график. Можно выбрать параметры для теста из неспадающего теста. Но я вам сейчас покажу, как выбирать границы шим для самостоятельного исследования соленоида. Сначала ставим всю шкалу шим от 0 до 100%. Делаем замер и смотрим, в какие промежутки идет восхождение и падение графика теста соленоида. 0 до 100. Но информативнее будет выбрать от 0 до 80% шим. Тест будем делать быстро, на 42 секундах. Обратите внимание, что при запуске теста и нажатии на кнопку «Пуск» необходимо дождаться переключения лампочки с зеленого цвета на серый, и только после этого делать какие-либо действия с полями данных. Видим, что информативная часть восходящего графика от 25 до 45% шим и нисходящий от 65 до 85% шим. Делаем двойное повторение и сохраняем последний график в файл. Назовем его эталон 42 секунды 0 ампер. Этот эталон будем использовать для общего отклонения графика от эталонного. Второй эталон мы сделаем одинарный, то есть будет отображаться только один восходящий график. Этот тест будет очень точным и позволит нам рассмотреть соленоид на предмет заклинивания. Длительность теста будет 1 минута 41 секунда. То есть полное открытие соленоида будет проводиться очень постепенно и длиться практически 2 минуты. Будьте аккуратны с длительными тестами, так как соленоид сильно разогревается. Обратите внимание, что при запуске теста и нажатии на кнопку «Пуск» необходимо дождаться переключения лампочки с зеленого цвета на серый, и только после этого делать какие-либо действия с полями данных. Сохраняем эталонный файл. Теперь расскажу о полезной галочке «Загр» справа от кнопки «Пуск». Она создана для удобства большого количества сравнений одного типа соленоидов.
При нажатой галочке при нажатии на кнопку «Пуск» автоматически загружается последний загруженный или сохраненный файл, и поверх рисуется реальный график. Очень удобно, так как позволяет не нажимать постоянно кнопку «Открыть файл». Теперь берем испытуемые соленоиды и делаем их тесты. Первый соленоид — 41 секунда. Я увеличил скорость воспроизведения в 4 раза. При долгом тесте соленоида видим, что график криволинейный, и с ступеньками это говорит о том, что износ довольно сильный, но пока соленоид работает. На троечку с минусом по пятибалльной шкале. Берем еще один соленоид и проверяем его. Широкий график. Попробуем рассмотреть его поближе. График ровный, но слишком широкий, соленоид неисправный. Сделаем тест еще одного соленоида. При стандартных значениях для этого теста видим, что отрисованный график не помещается слева в поле графика. Поэтому сместим границы влево. Хотя на данном этапе уже понятно, что график широкий, и этот соленоид работает неправильно. Длительный тест показывает нам, что на графике присутствуют ступеньки. Это говорит о том, что есть задиры на гильзе или на сердечнике, которые не дают равномерно двигаться. Еще одно доказательство, что соленоид несправен. Всего хорошего. Спасибо, что посмотрели мое видео. В следующий раз я выпущу видео теста соленоидов 6 титров 40 или GF017